Мы находимся в музее известного скульптора Каненкова. Это центр Москвы, это замечательное место. Имя Каненкова было очень известно еще в сталинские годы. Связано с очень интересной биографией, с тем, что он в свое время уехал в Америку и общался с Альбертом Эйнштейном, там атомная бомба, там, в общем, целая детективная история. Очень интересно. И когда он вернулся из Америки в Москву, Сталин дал ему вот эту вот мастерскую огромную в центре Москвы, которая, собственно, и по сей день является его музеем. Вот. И мне представилась такая замечательная возможность показать свои работы вот в этих прекрасных стенах. Смысл и идея проекта, если его можно так назвать, заключалась в том, что в свое время Каненков сделал маленькую скульптуру Вавилонской башни. А поскольку меня эта тема давно волнует, и, в общем, довольно длительное время я занимаюсь как раз, если так можно выразиться, созданием своих вавилонских башен, вот. И возникла эта идея совместить и, так сказать, показать в таком диалоге творчество Каненкова в этом плане и мои работы. Чем еще привлекает меня эта тема? Тем, что Вавилонскую башню никто не видел, не знает, как она выглядит и вообще была ли она, но, так сказать, библейский сюжет говорит, что была. Вот. И я пытаюсь представить ее, какая бы она была на самом деле. И предлагаю разные варианты. То есть тут фантазировать можно бесконечно. Вот. Пока меня хватает. Не знаю, что будет дальше, но во всяком случае вот какой-то пласт я поднял, какие-то сюжеты у меня возникли, но по мере продвижения все дальше и дальше возникают еще какие-то варианты. То есть я думаю, что это в принципе может, конечно, иметь бесконечную серию. А поскольку я еще преподаю в институте Сурикова, то плюс еще на факультете архитектуры, то, соответственно, конечно, это и в этом смысле мне это близко. Там я преподаю рисунок, поэтому можно увидеть на моих работах, в общем, достаточно строгий рисунок, чего я и придерживаюсь. Смысл работ, он на первый взгляд зашифрован. Это может показаться зрителю, но задача в принципе стояла не та, чтобы показать какие-то символы и сказать о том, что объяснить их. То есть направление сюрреализма, к которому, кстати, относится больше мое творчество, или, например, фантастического реализма, она не в том, чтобы что-то объяснять, а в том, чтобы дать возможность зрителю самому додумывать, то есть некое сотворчество. Вот это как раз и привлекает. И опять же возможность бесконечно фантазировать. Поскольку у меня образование высшее академическое, то, соответственно, я и творю в формах таких, можно сказать, не абстрактных, а академических, реалистических, что, собственно, и помогает мне выражать свои мысли. Вот. Что касается, опять же, возвращаясь к символам, например, мне интересна игра, скажем, совмещать какие-то вещи, казалось бы, несовместимые, и смотреть, что из этого получается. И когда зритель приходит и говорит, что работа напомнила ему то-то или то-то, и он прочитал в ней что-то свое, то есть для меня это просто праздник. Я считаю, что это очень важно и очень значимо для меня, поскольку это вот некое сотворчество возникает. Я не диктую свою тему, а я помогаю людям размышлять. Это очень важно. И я такой человек, что меня очень много увлекает, меня много интересует. Я пытаюсь делать какие-то серии. У меня до этой башни были серии с клоунами и просто с домами. И там бесконечное количество разных идей. Они переполняют, как-то теснят, одни вытесняют другие. Но я пытаюсь с этим бороться как-то и
поскольку я человек такой разносторонний и люблю еще и путешествовать, побывав много раз в Индии, в Тибете, работая в Китае, то есть на меня, конечно, это все тоже оказало определенное влияние, поскольку это как-то обогащает меня во всех смыслах. Но в прямом выражении это не отражается на работах, вот мои путешествия, но я думаю, что тем не менее это какой-то отзвук имеет. Но у вас есть тут какие-то любимые персонажи? Допустим, там попугаи, хамелеоны, бабочки. Это как раз отголоски предыдущих работ. Вот. Они переплетаются где-то, они возникают вновь, исчезают. Это ведь как сон. То есть порой бывает такая каша из всяких символов, предметов, каких-то событий, что я даже начинаю терять нить и как в каком-то полусне что-то перемещается в моих работах, что-то уходит, что-то возвращается. То есть такой вот круговорот возникает, который, собственно, меня радует на самом деле. Мне кажется, художники-сюрреалисты, они, если бы писали, то были, конечно, фантастами. Прежде всего, да, это же мир бесконечный. И как раз, собственно, я думаю, что он и возник благодаря желанию пофантазировать, то есть уйти от реальности, от натуры как таковой, от академизма, который в свое время царствовал в искусстве. То есть нужны были какие-то новые формы. Вот они нашлись. Я думаю, что этот стиль, он вечный. Почему? Потому что человеку свойственно фантазировать. Он видит сны. А сны, как правило, у нас сюрреалистические все-таки. Вот. И я думаю, что это направление, оно будет жить всегда.